Всем здорово, народ! Сегодня поговорим про баланс друида, покажу билдачки, разберем геймплей, посмотрим на статы, в общем, по базе пройдемся. Ну все, всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, для начала давайте посмотрим на билдачок. Итак, на сегодня я подготовил нам 3 билда. Первый плюс-минус базовый, стандартный. Второй билдак, который заточен под выживание, но это когда вы попались, например, против разбойника с магом. Ну и третий такой, знаете, больше фановый, наверное, вариант, в общем, который подходит под соло-шафлы. То есть не заранее 3 на 3 заготовленные, не двойки там бегать, а вот шафлы тогда можно, если хотите прям пофаниться. Но сейчас подробнее про каждый. Начнем с героических талантов. Всегда себе выкачиваем Хранителя Рощи. И данные таланты выборочные тоже всегда идентично себе прокачиваем. Теперь про общие таланты друида для первого, соответственно, билда. Первое, что хочется сказать, это я не качаю себе Штормовые ветра талант для дополнительного усиления Тайфуна, чтобы он откидывал, соответственно, дальше, чтобы у него радиус был больше. Я это не качаю, но зато выкачиваем себе Медитацию Лекары. И вы теперь можете побольше оставаться в одном облике и получать за это бонусы, тоже дополнительные по времени. Ну, условно, в кошке побегали в инвизе перед началом боя, и когда вы из нее выходите, у вас крит будет увеличен дополнительно на 5 секунд, что приятно. И, само собой, берем себе таргетный стан, мощное оглушение, не прокачиваем себе парализующий рык, который можно кастовать только в облике медведя, он нам нужен для других целей. И для данного билда выбираем себе правый талант, соответственно. И обязательно себе выкачиваем талант, который называется Свет Солнца, чтобы ускорить КД на наш столб солнечного света при прерывании противника. В общем, просто будем ставить его не заранее, а в момент каста, и в любом случае так он кдшится 1 минуту, а с талантом будет на 15 секунд меньше, что на целую четверть выгоднее. Соответственно, талант максимально приятный. А если говорить про ветку баланс друида в данном билде, то здесь самое главное это то, что мы выкачиваем себе не конвоук, а воплощение, соответственно. Улучшенный облик Совуха, прокачиваем его также. И дополнительно берем себе Ярость и Луны талант, тоже с дальнейшей прокачкой, и вот таким билдом играем. И если говорить про PvP-шные таланты для данного билда, то мне очень нравится брать адепта облика Совуха, соответственно, чтобы у нас было 2 заряда, и мы могли мгновенно кастануть 2 звездных огня. Либо же мы получаем ускоренный каст нашего смерча, который постоянно должен юзаться, и от которого, в принципе, все наши PvP-шные схватки происходят, и от него мы отыгрываем. Вторым PvP-шным талантом всегда приятно взять ауру лунного Совуха, а вот третий уже можно, знаете, видоизменять. Либо взять звездную вспышку, опять же, если ее не отслеживают на солоках, она очень часто и очень много дамага вам позволяет дополнительно выдать. Плюс еще подкидывает вверх героев противника, что тоже для кастеров, например, будет максимально неприятно. Если вы понимаете, что против вас много диспеллеров, выгодно взять Гибель звезд. И вот когда ваши солнечные лун огонь будут диспелить, и иногда, опять же, в зависимости от сетапа, приятно взять Могучие ветра, которые увеличивают нам каст нашего Тайфуна, Гнева деревьев на 5 метров, то это не так важно. Главное, что смерч также увеличивается его каст на 5 метров. У нас и так уже в обычной ветке талантов родство с астралом прокачивается, когда мы увеличиваем себе дальность каста на 5 метров всех заклинаний. Еще берем дополнительно дальность действия на наш смерч, и получается плюс 10 метров. Это прям можно вообще с огромной дистанции кастовать данную кнопочку. А поскольку мы баланс друид, мы все-таки кастер, мы не хотим прям в упор всегда подходить, как условный ферал. Поэтому данный талант нам позволит создавать гораздо больше ситуаций, когда мы действительно сможем эффективно выдать смерч, при этом не подставляя собственную жопу под всех противников. Народ, весь контент, что я не выкладываю на ютубе, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня полноценные гайды на различные классы и спеки, присутствуют видео с полной настройкой интерфейса и аддонов под PvP. Да и в целом на бусте уже скопилось солидное количество видосов различного типа контента. Так что контент на бусте постоянно дополняется, люди подписываются, люди довольны, а сейчас еще и на стримах я начну свои подписки разыгрывать. Поэтому переходи и знакомься с контентом. Ну а сейчас я возвращаюсь к основному видосу. Теперь поговорим про танковский билдачок. Его используем, когда вот прям максимально жестко в нас будут врезаться. Опять же, если это двойка, это рога-маг, если это тройка, это рога-маг и прист. В общем, вы понимаете, когда максимально много бурстового дэмэджа, когда много контроля по вашему лекарю, и вам нужно как-то жить, выживать, пытаться максимально, соответственно, время для себя выиграть. Обязательно здесь берем парализующий рык. Как раз таки, то есть не таргетный стан, который будет кдшиться, во-первых, 1 минуту, а рык, который вы будете кастовать из облика медведя. Это не проблема, когда вы играете против рога-мага, потому что вы постоянно будете в него свапаться, чтобы просто повысить свою выживаемость и не умереть. И также он применяется ауешно, то есть вы можете, во-первых, 2 противников одновременно подконтролить, плюс он не обязательно кастуется, когда вы видите противника. Условно, если вы понимаете, что разбойник рядом, можете кастануть его, даже если рога в инвизе находится. Ну, вдруг такие ситуации тоже бывают. При этом мы отказываемся от таланта Медитация Лекары, чтобы выкачать себе улучшенный тревожный рев, просто ускорить КДшку, это будет полезно. И также отказываемся от таланта снятия порчи, поскольку у нас не будет на это особо времени, да и необходимости, выкачиваем себе инстинкт убийцы, чтобы, соответственно, укрепить броню на 3%, позволит лучше физически депа
поспереживать от противника. И здесь вот главное ПВПшные таланты также себе поменять не забыть. Оставляем себе адепт облика совуха, допустим, хорошо, это нормально, но при этом берем себе всегда защитника рощи и, соответственно, волшебный рой ради дизарма. С защитником рощи мы позволяем себе лучше хилиться за счет восстановления, а за счет дизарма выиграем себе дополнительное время, не даем бурститься противнику и при этом еще и замедляем его, кстати, на 30%, что тоже, по сути, приятно. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Twitch, на телегу, все, погнали дальше. И третий билдачок для шафлов, скажем так, only. Не рекомендую использовать в домашних условиях. Здесь в чем такая суета самая основная? То, что мы не покачаем себе воплощение, берем себе созыв духов, то есть конвок. Кнопочку нажали, Депаса выдали, это хорошо. При этом мы себе прокачиваем также здесь глубокую рану, чтобы мы могли из облика кошки начать бой со стана. То есть вы в кошке забегаете в туза к противнику, станете лекарем и дальше начинаете уже там суету наводить в зависимости от ситуации. Но за счет того, что мы себе прокачиваем глубокую рану, мы отказываемся от сердца дикой природы, поэтому будьте аккуратны. То есть у вас в медведе не будет двойного неистового восстановления. То есть вас будет проще убить, поэтому здесь выживаемость, конечно, похуже, чем в предыдущих билдах. Ну и поскольку мы отказались от сердца дикой природы, хотя бы штормовые ветра стоит взять, чтобы увеличить эффективность тайфуна. И как вы могли заметить, в данном билде мы отказываемся от ярости и луны, не качаем себе сияющий лунный свет, а просто берем дополнительно бесплотные искры и поинт в падающую звезду тоже закидываем. Потому что, соответственно, в шафлах мы будем, может, играть через звездопад все-таки и так дополнительно ОЕшку себе раскачиваем. По поводу ПВПшных талантов для данного билда, по сути, идентичная ситуация, что с первым билдом. То есть мы качаем себе адепта совуха, ауру лунного совуха и либо могучие ветра, либо звездную вспышку, либо гибель звезд, там как уже по ситуации, как чувствуете. Теперь поговорим про геймплей. Итак, давайте поговорим про наш геймплей, про нашу ротацию и разберем сценарий, когда мы просто стоим, что-то кастуем в противника, нас никто не трогает, и при этом это не наша бурстовая ротация, а просто дефолтная. Что мы хотим видеть и как мы хотим играть. Ну, во-первых, мы хотим постоянно поддерживать на противниках наши дотки, то есть это лунный огонь и, соответственно, солнечный огонь. И когда вы заразили всех противников нашими дотками, после этого начинаете спамить звездный поток. Проспамили звездный поток на всю астральную энергию, скорее всего, это 2 каста, после чего вы дважды кастуете звездный огонь ускоренный. И начинается солнечное затмение, после чего начинаете с проспамку гневом. Следите за астральной энергией, сливаете ее на звездный поток, поддерживая дотки на противника. Самое главное, не забывайте про наши дотки, чтобы они всегда висели на таргете. Все, спамите гнев, сливаете астральную энергию на звездный поток. Дотки поддерживаете, снова, если у вас солнечное затмение закончилось, снова дважды клацаете звездный огонь, оно снова начинается, усиленный гнев кастуем. Если же мы говорим про нашу бурстовую ротацию, то есть вот вы в моменте боя, да, поддерживаете дотки, понимаете, время пришло, сейчас надо бурститься, я готов, что вы делаете? Призываете древних, потому что каждый из них увеличивает нам силу заклинаний. Потом туда клацаете ярости луны, воплощение и начинаете долбить. Опять же, всю астральную энергию сливаете на ваш звездный поток проспамкой таргетно. Посмотрите, сколько дэмэджа просто в противника в этот момент залетает. Если закончилась астральная энергия, проспамку гнева устраиваете просто и долбите, опять же, противника до талого. Это вам очень быстро все копит. И снова проспамка звездного потока. Ну, потому что он дамажит очень много, очень больно. И, понятное дело, противничку будет максимально неприятно. И опять же, во время боя будет постоянно прокать бешенство совуха. С данным талантом даже 2 заряда, которые позволяют моментально кастануть наш звездный огонь. Отслеживайте данный момент и просто на ходу можете моментально прокаститься звездным огнем, не брезгаем. Это все мы сейчас говорили про нашу ротацию именно дамажную по таргету, как максимально больно противничку доставлять. Но, конечно же, нужно обсудить самую грандмастерскую тему вообще, зачем за баланс друиды играют и в чем его такая визитная карточка. Это массовые руты плюс столб солнечного света. То есть, если мы условно хотим бить данного противника, и при этом лекарь вражеский стоит подальше, вы просто должны подгадать момент, когда вражеский лекарь что-то кастует, ставите руты и прямо в каст нажимаете столб лунного света солнечного, чтобы у нас сработал вот этот вот талантик, и КДшка была быстрее. И опять же, пока стоит под рутами вражеский лекарь, можете все то же самое делать по таргету, то есть опять же проспамку устраивать звездного потока. Просто в это время вражеский лекарь кастовать нормально не сможет. Если у вас сильно прессингуют, откидывайте тайфуном, понятное дело, пытайтесь медведи бегать. Если вас жестко пробили, пытайтесь вообще, в принципе, медведям ловить стана. То есть, если вы понимаете, сейчас к вам подбежит паладин, он же будет стан вас нажимать, понятное дело, там, или какой-нибудь монах под бурсты. Заранее классните форму медведя, чтобы у вас была усиленная броня, повышенная выносливость и так далее. В момент стана, когда вас уже застанили, можно будет класснуть дубовую кожу спокойно. И по выходу из стана вы спокойно нажмете неистовое восстановление, которое у вас будет накоплено, потому что ярость будет, соответственно, у вас присутствовать. И зарегенить себе солидную часть хпшки. Все, после этого можно в совуха обратно отпрыгнуть, бим-бим-бам-бам и полететь. Нафиг отсюда.
Если вас прям сильно пробивают, сильно бурстуются, тогда нажимаете, соответственно, сердце дикой природы, чтобы у вас второй заряд на низкое восстановление появился, и прямо под ним можно класснуть еще обновление, чтобы себе моментально хпшку поднять. Это все в любом облике кастуется, не обязательно в медведе, но так будет эффективнее. Также не забывайте, что каждое пятое ваше восстановление предоставляет вам моментальный каст на вашу дамажную способность, на гнев, на звездный огонь, при этом она будет еще и критованная. То есть вот я 5-й раз кастую восстановление, у меня появляется баф, который, соответственно, дает мне моментальный каст, увеличивает дэмэдж на 100%. Соответственно, я теперь могу моментально кастануть звездный огонь. Бам! И еще x2 дэмэдж с этого получить. Прикольно, приятно. А каждый 5-й ваш звездный поток также будет предоставлять вам возможность моментально кастануть восстановление. И вот между этим, соответственно, балансируете постоянно. Вот видите, я 5 раз кастанул, ну там может чуть меньше, но заранее тоже было. Теперь у меня прок на моментальное восстановление или на моментальный гнев деревьев. Когда вы кастуете восстановление, вы также еще дэмэдж по себе понижаете, пока оно действует, на 8%, что тоже приятно. Ну и, соответственно, от данных проков также отыгрываем, про них помним. Можно, как я, вывести себе здесь отображение, чтобы вы наглядно видели, когда вам это все прокает, и уже прожимали под, соответственно, картиночки. Ну а как обычно вообще бой происходит? Вы изначально стоите в облике кошки, в инвизе, бегаете, ждете, пока ваш второй дамагер, ваш тиммейт начнет уже суету наводить. И под эту суету можно либо сразу начать бурститься через масс, ну если видите, что противники прям рядом стоят, массовые руты, туда столб света в облик совуха зашли и пошли долбить. Соответственно, также древний, также туда поставили столб, форму сменили, и проспамочка лютая через звездный поток вот этот проходит. Максимально эффективно, тут все просто, делать особо ничего не надо. Если понимаете, что у вас опорываться, опять же, просто начинаете бегать, мансить и так далее. Самое главное, не забывайте, что вы друид, у вас есть смерч. Невероятно мощная способность, которую нужно постоянно использовать и от которой нужно постоянно отыгрывать. Если вы будете все делать идеально по бурстовой ротации, по дамажной ротации, будете хорошо держать позиционку, этого будет недостаточно, если вы не раздаете контроль за счет смерча. Все-таки это слишком мощная кнопка, и без нее у вас ничего не получится. Поэтому, опять же, подгадывайте моменты, когда вражеский лекарь остался один, и у него нету возможности задоджить как-то ваш контроль. Тогда можно к нему подойти, сначала выдать таргетный стан, и под конец, опять же, стана накинуть на него смерч. Просто вот так вот продлить чейн-станом серию контроля. Либо тринкет с него выбить, либо, опять же, сильно просадить по времени. Ну и в идеале, конечно, поставить себе аддоны, которые будут отслеживать кнопки противников. И если вы понимаете, что у них и нету возможности прервать вам каст, можно прямо в центре поля встать и кастовать смерч либо в одного дамагера какого-нибудь из двух, которого вы не бьете, либо, опять же, в того же лекаря и так далее. Главное, чтобы это все было в моменте, прямо когда нужно, и, соответственно, под это уже разыгрывать. Если мы говорим про статы, то здесь мы набираем 25% скорости, 20% универсальности и по 6% остается на искусность и на крит. Ну, может, универсальности будет не 20, а 21%, но, в общем, приоритет именно такой. Но по шмоткам стандарт. Мы 2 кольца себе крафтим, шею тоже себе крафтим, собираем 4 из 5 классовых элементов экипировки. Это шлем, наплечники, перчатки и ноги. И если говорить про чарки, то на плащ это песнь стремительного закапывания, на нагрудник это кристаллическое сияние, на наши наручи это плюс 1000 скорости передвижения. Если говорим про чарку на нашу двуручную пушку, это власть сияющей силы. Ботинки чарим ходом разведчика и, соответственно, боты чарим на интеллект и выносливость. Если вы вырезали себе много слотов и у вас есть куда вставлять гемы, то тогда туда засовываем гемы, которые дают универсальность плюс скорость. По-моему, там где-то 150 универсальности и 50 скорость. Главное, не забудьте себе поставить основной гем, который дает бонус к основным характеристикам и дает вам также баф, если вас неудачно кикнули, если вам неудачно прервали заклинание. Вот такой вот видос, народ. Кстати, вскоре планирую на бусте перезаписать гайд по аддонам, начал парочку новых использовать. В любом случае, если остались вопросики, пишите в личку. Всем желаю удачи, всем прогрессив в PvP, всем пока.